Вот это я понимаю, самый большой книжный магазин. Смотрите, такой супер хлебушки, чизкейк, маффин с черникой, сырный, макаронка с манго и молоко с кальцием. Вот мы пришли в Тобо Мунго, самый большой книжный. Мамочка, тут не разобраться, короче, куда с чего начать идти, все тут много, ярко, броско, и разделов тоже много. Советую начать с указателей. Вы можете посмотреть, какой где отдел, и к нему двигаться. Для тех, кто мечтает стать звездой, есть микрофончик. Книжки-бестселлеры для детей на корейском. Если у вас есть детишки, вы хотите получить их корейскую музыку или сами его потренировать. Смотрите, всегда вот есть книжка, которая образец, вы можете взять, здесь прям почитать, полистать. Покупать вы будете вот последующие, например, там вы, не знаю, любите, как и я, взяли, почитали на английском, тут мультик с картинками. Понравилось? Купили. Нет, просто почитали. Представляете, какие классные разные коллекции Гарри Поттера на английском языке. На корейском, кстати, тоже есть. Но это секция для детей на английском литература. Что мне нравится в Корее, тут журналы со всего мира. Есть американские, есть японские сейчас издания здесь, глянцевые различные. Обойдем их. Японские, китайские, японские. Дальше там будут американские. Вообще класс. То есть, если вот вы любите что-то, вы это найдете здесь. Смотрите, «Вегетарианец», это которая самая популярная корейская книга за рубежом. Можно ее написать на английском, например, если вы плохо знаете корейский. Или вот «Маленький принц», в нем есть на корейском, он легко читается на разных языках, так что не бойтесь, такие вот произведения, которые вы уже знаете, читать. Знаете, что мало? Здесь есть книги о Корее, книги на корейском, книги на корейском о Корее, книги о корейском на английском, книги корейского языка. Тут есть все учебники разных вузов, и Йонсе, и Соуля, и Корё. Вообще супер выбор. Вы готовитесь к топику, пожалуйста, вон сколько книг. Кстати, вот эти вот неплохие, но, конечно, по ним надо прям, чтобы вы так жестко сели. Вот по этим можно самостоятельно, но контролируйте себя, если вы вот можете себя так это. Вот, кстати, вот это я хотела купить, чтобы разыграть вам. Вот эти вот словарики я одобряю, очень хорошие для начинающих, для уже продвинутого уровня. Тут у вас есть, давайте найдем какое-нибудь слово. Вот у вас будет слово бурыда, да, вот, то есть не знать, как оно читается, его примеры в грамматиках, как он изменяется, и пример его в предложении. Очень так удобно и понятно, и вы сможете отличать все виды слов. Это самое полезное. И стоит, кстати, такая книжка всего лишь 23 тысячи вон, и в нее входит же диск с произношением. Вот, корейский на каждый день. Прикольная книжка, когда у вас не только вот слова есть, да, и что они означают, но и вас учат, как нужно пить на корейском, что нужно от старшего, да, вот отвернуться, и как нельзя пить на корейском, в Корее точнее. Это такие книжки, да, классно. Сразу пример. И вот как вот я, в принципе, преподаю, что мы когда учим транспорт, мы сразу учим карту метро, и как добираться и так далее. Слушайте, прикольная книга. Вот она. Еще вот хорошая книга по поводу отличий грамматик корейских. Когда, допустим, вы уже знаете, владеете там средним уровнем, вы будете так, в чем разница будет? Джама, джан, деру, допустим, и джа. И вот вам показывают на примерах, что у них имя там общее, что у них чу и разница. Вот, таким путем. Но это есть для тех, кто изучает самостоятельно корейский язык, у него нету преподавателя, чтобы спросить и обратиться. Я! Так нечестно. Ты знаешь, сколько книг по топику? Их так много, что, мне кажется, половина из них бесполезна, потому что очень быстро меняется сам экзамен. Так, корейские идиомы. Я люблю корейские идиомы. Может, это прикольная книжка? Давайте посмотрим. Нет, такого формата книжки не люблю. Когда очень много, типа, давайте разберем на одном, мне сразу, что у вас есть, чем отличается. Yes.
Ох ты ж. Ой, я здесь навечно застряну, кажется. Господи, как много книжек. И прям вот, может, мне кажется, книжки по одной я возьму и спокойно дома все почитаю. Такой вариант устраивает кого-нибудь? Я все книги. Поведу вас в женский туалет. Мазохистка, правильно? Смотрите. Здесь, короче, прям как, вы знаете, в Хогвартсе, Гарри Поттер. Тут берете мылко, так вот. Потом нажимаете на кнопочку, и вода льется отсюда любимая. И тут же прям салфетка. Вот нашла еще одну книжку на русском языке. Те, кто самостоятельно с нуля изучает корейский язык, у вас здесь есть более-менее хороший перевод слов, 11 существительных глаголов, то есть вы сможете базу хотя бы выучить, не как ее использовать, а вот именно слова больше. Плюс есть картинки для вашего лучшего понимания. И грамматика, ну, просто более-менее пояснено. Для базы достаточно. Открываю книжку «Портреты Сеула» на французском. И, кстати, на первой же страничке, которую я открыла, моя одногруппница Элоиз, моя подружка, она из Франции, и вот она рассказывает про свои любимые места в Сеуле. Это так прикольно. Для любителей еды. Рецепты корейской кухни различные. Конечно, ну, на английском, либо на корейском языке, но ничего сложного нет, поверьте. Если вот, не знаю, в идеале, ищите секцию русского языка для корейцев, и в этой секции много классных книжек, где они там через Ералаш учат русский язык, там и корейский, и русский, и вот я ищу словарик, вот, словарик, это очень полезно, который, допустим, для вот корейцев, потому что вы видите, там, что слово иногда, да, вот на корейском у него 3 разных там с перевода. Таким путем я считаю правильнее, потому что вот то, что я смотрела словари с обратного, когда с корейского на русский, ошибок куча. А здесь вот прям вот самое то. Огурец, ой, все верно. На, мужской род, ну еще и род мы знаем. Класс. Вот такой словарик советую. Сейчас бы его засунуть обратно. Я там порвала и молилась, ну ладно. Бежим. Думаете, это библиотека? Нет, это большой книжный магазин, где вы можете взять и почитать книжку. Так, молясь, заплутали кое-что. Идем обратно. О, бестселлеры. Книжка президента. Можно купить одного из них. Цена у каждого. Представляете, как музыкальная шкатулочка, которая крутится, катается, работает. Вообще прикольно. Класс. Шар. Очень качественно. Пазл. Ой, какая ароматная. Пятенюшка, мишка. Это для гольфа, что ли? Самолетик. Для тех, кто любит путешествия. Ой. Самое главное, до того, как прийти сюда, точно знаете, что вам нужно. А иначе просто в поисках можно провести весь день. Тетрадки, допустим, ладно, калькулятор, но при этом в виде, который чаджамёна, рамёна, каких-то чипсов корейских. Все такое миленькое, прикольненькое. Смотрите, какой вообще стёб. Много анимешных журналов, комиксов всяких, даже марвеловские, DC-шные. Класс. Смотрите, умная ручка от Малескина. Вы смотрите на экран. Видали? Класс, да? Что-что, а вот пазлы в Корее очень красивые. И вы можете там киношные, искусство, карты набрать, футбольные, баскетбольные. Или вот даже, не знаю, там, вот тут было, чтобы говорить, Пикачу, да, чисто золото, 150 пазлов. Ну, соберите, конечно, это еще постараться надо. Вот, столько матных пазлов, прям вообще. Или вон, миньончики, куча миньончиков, 2014 пазлов. Ой, смотрите. Наши тут даже собрали. Вау. Сколько всего. Кстати, ребята, в книжных есть не только книги, но еще все возможные кей-поп альбомы и альбомы стран других. Например, на этой неделе лучшие продажи.
Тут даже он есть Дуа Липа на 3-м месте. Здесь вы сможете найти и кей-поп альбомы, и ну, нынешние, как бы популярные, и раньше, которые были популярны, прослушать иностранные лицензионные альбомы. Даже, кстати, вот детские, для детей музыка, детская музыка из мультиков, из фильмов. Очень много всего. Друзья! Представляете, DVD, так, Игры престолов в оригинале, Шерлок, Секс в большом городе, Теория большого взрыва. Ну, понятно, еще раз Игры престолов, Друзья. Супер! Для ценителей высокого искусства здесь огромная коллекция пластинок. Ребята, это место просто рай. Я провела здесь уже несколько часов. Я купила книги себе, книги для конкурсов своим ученикам, несколько классных книжек, кто вот корейский когоп изучает. Блокноты такие уматные, прям, знаете, есть просто ежедневники там датированные, есть ежедневники для ведения финансового учета, для ведения, что когда вы учите, проходите, вот, ой, я не знаю, это просто супер место. Здесь также есть комната для учебы, где вас там каждые полчаса вам рассказывают про какую-то классную книгу, бестселлер. Многие все читают их, даже я тут подумаю Винни-Пуха купить. Сейчас бестселлер, вышла книжка Винни-Пуха, там с цитатами такими, да, типа супер умными, что врубиться надо о чем это. Короче, я вам обязательно советую сюда приехать. Если вы только начинаете учить корейский, если вы не учите корейский, если вы учите корейский, неважно, приезжайте в Кёбо Мунгу. Это суперский книжный магазин, честно.